С самого раннего утра Джек вместе с матерью отправился на поиски Тутиен. С тех пор, как она оставила письмо и исчезла без следа, он никогда не мог успокоиться. Хотя его мать готовилась к предстоящему путешествию, узнав, что Тутиен ушла, она отложила все дела, чтобы сопровождать сына. Они посетили каждое знакомое место – строительную площадку, пещеру, дом бабушки Тхьюи, бывшей свекрови Тутиен. Джек даже попросил помощи у коллег со стройки, но все оказалось безнадежным. Никто не знал, куда она могла уйти, и это лишь усиливало его тревогу. Мать Джека, хоть и не произносившая много слов, выражала свое беспокойство по выражению лица. Прибыв к дому бабушки Тхьюи, напряжение возросло с первых же минут. Бабушка Тхьюи, скрестив руки перед дверью, холодным взглядом окинула мать и сына. Она с ехидством произнесла: «Думали, что вы такие добрые. Раньше забирали Тутиен, ухаживали за ней, как за сокровищем, а теперь она пропала, и вы приходите ко мне спрашивать?» Мать Джека сохранила спокойствие, говоря ровным голосом: «Мы просто хотим узнать, не знаете ли вы, где находится Тутиен. Она уже несколько дней не выходит на связь, и мы очень переживаем». Но бабушка Тхьюи не только не пошла навстречу, но и начала кричать: «Переживайте, мой дом не место, чтобы вы его вытаскивали. Если она ушла, пусть сама ищет, а не приходите сюда и не создавайте неприятностей». Джек возмущался, но старался сдерживаться. Ведь он помогал ей лишь потому, что видел, как ей тяжело, без каких-либо иных намерений. «Пожалуйста, не поймите меня неправильно», – пытался он объяснить. «Я только хочу помочь». Однако его объяснения только разозлили бабушку Тхьюи. Она обратилась прямо к матери Джека, почти выкрикивая: «Отныне больше не общайтесь с этими так называемыми друзьями. Я не намерена иметь дело с теми, кто поддерживает невестку, оставляющую своего мужа». Бабушка развернулась и ушла, оставив мать и сына стоять молча у крыльца. Мать Джека крепко сжала руку сына и тихо сказала: «Не волнуйся, дорогой, если мы поступаем правильно, не стоит стесняться. Если Тутиен действительно страдает, мама всегда поддержит тебя в помощи ей». Во второй половине дня начался проливной дождь, а скользкие горные дороги еще больше усложнили поиски. Дождь казался предвестником надвигающегося потопа. Мать и сын были вынуждены вернуться с тяжестью на сердце. Несмотря на отсутствие хоть какой-то зацепки, взгляд Джека оставался полон надежды. «Тутиен, где же ты? Тебе не холодно? Ты не боишься?» Лесной дождь продолжался, превращая воздух в ледяное полотно. Тутиен сидела, свернувшись калачиком у подножия одного из бамбуковых стволов, прислонившись к промокшей спинке заброшенной хижины, стоявшей перед ней. Одежда была насквозь промокшая, волосы прилипали к лицу, а грязь слипалась с ногами, но ей это уже не имело значения. Холод, голод, истощение и одиночество – эти чувства цепко держали ее, как непрекращающаяся лихорадка. Перед ней располагалась временная хижина, сооруженная из простых бамбуковых стволов, с порванным тентом, который безмолвно колыхался на ветру. Возможно, когда-то здесь кто-то находил приют, но теперь сюда уже никто не заходил. Хотя место было скромным, оно, по крайней мере, могло укрыть ее от дождя. Не имея иного выбора, она медленно протянула ноги и вошла внутрь. Сев в одном из углов, Тутиен прижалась к себе, дрожа от холода и усталости. Когда дождь постепенно стих, Тутиен решила покинуть хижину в поисках чего-то, что согреет ее душу. Она осторожно вышла на узкую тропинку посреди поля, где ей удалось сорвать несколько незрелых зеленых папайй. Без соли и без возможности приготовить их, ей пришлось есть их сырыми. Горечь плотно заполнила ее рот, но она продолжала жевать, это было единственное, что у нее было. В то же время Джек стоял на балконе дома, глядя в сторону леса. Сильный дождь делал поиски все более затруднительными. Он опросил коллег на стройке, обошел всю деревню, но никто не видел Тутиен. Несмотря на это, он не позволял себе сдаваться. В гостиной мать Джека готовила чай, глядя на сына с тревогой, но сохраняла привычное спокойствие. Когда Джек вошел, она тихо спросила: «Ты так и не нашел ее, да?» Джек покачал головой, и голос его был хриплым. «Мы обошли все привычные места. Никто не видел ее». Мать задумалась на мгновение, а затем сказала: «Значит, завтра поедем дальше, и в лес, и в соседнюю деревню, и даже в пещеры. Я поеду с тобой». Джек поднял взгляд, удивленно смотря на нее. «Мама, ты не собиралась отдыхать?» Она улыбнулась и ответила: «Нет, для меня нет ничего важнее, чем помочь тем, кто нуждается. Та бедная девочка не имеет никого, и если мы можем ей помочь, мы должны сделать все до конца».
Тем временем Тутиен сидела у обочины дороги, аккуратно заворачивая папайю в лист банана и связывая ее найденной веревкой. Она приняла решение завтра отправиться на местный базар, чтобы продать эти папайи. Хотя их было немного, продажа могла принести немного денег. Хватит, чтобы купить немного риса, соли. Или, может быть, просто позволить ей на время оказаться среди людей, услышать смех и разговоры, чтобы почувствовать, что она все еще существует. После дождя, когда солнце только начало пробиваться сквозь облака, Тутиен тихо сидела перед полуразрушенной хижиной. Ее взгляд был устремлен вдаль, а руки крепко сжимали тонкую куртку. Рядом никого не было, никто не проявлял заботы. Одиночество было таким, что даже шумящий ветер заставлял ее вздрагивать. Проходящая мимо соседка, бросив несколько взглядов на хижину, остановилась и сухим хриплым голосом сказала: «Девочка, эта земля принадлежит моему дому. Можешь здесь остаться, но знай одно, не все можно просто так построить». Тутиен поспешно встала и кивнула. «Да, простите, я останусь лишь на несколько дней». Соседка больше ничего не сказала, но ее глаза были полны расчетливости. Тогда Тутиен достала из кармана несколько помятых банкнот и протянула их женщине, пытаясь добиться мирного сосуществования. После этого та ушла, оставив Тутиен одну с хижиной, постепенно разрушающейся на фоне дикого леса. Немного спустя Тутиен взяла свою корзину и направилась к ближайшему ручью. По дороге она собрала несколько пучков листьев, собрала дикие зеленые растения и зрелые золотистые папайи, тщательно очищая их от кожуры, чтобы насладиться их сладким ароматным вкусом. Она выживала, питаясь фруктами и собранными в лесу овощами. Тем временем в доме Джека он и его мать сидели в гостиной. Лицо Джека было напряженным, а глаза время от времени устремлялись к двери, как будто он ждал каких-то известий. Мать тихо сказала: «Теперь, когда дождь закончился, давай попробуем поискать ее еще в нескольких местах. Сегодня утром кто-то видел девушку в платке на рыночной площади. Не уверена, но стоит попробовать». Джек кивнул, и в его глазах мелькнула надежда. Мать продолжила: «Хотя я собиралась выйти, если ты считаешь это важным, я останусь с тобой. Та бедная девочка заслуживает поддержки. Делай по совести, и если понадобится помощь, я пойду с тобой». Затем мать и Джек сели в машину и поехали искать ее повсюду, опрашивая прохожих, но никто не мог дать никаких новостей. В это время Тутиен сидела в небольшом уголке рынка. Перед ней лежали несколько папай, а также пучки зелени, которые она тщательно собрала в лесу. Ее руки ловко очищали и аккуратно выстраивали плоды в ряд. Никто не обращал внимания на тихую девушку, не подозревая, что за ее безмолвием скрывается горькая история и хрупкая дилемма между тем, чтобы остаться или уйти. Спустя некоторое время местные жители подошли, чтобы поинтересоваться, и купили у Тутиен несколько папай. После этого она весело ушла, оставив за собой тонкую нить надежды на лучшее будущее. Ярмарка в тот утренний день была шумнее обычного. Под навесами, защищавшими от солнца, покупатели и продавцы весело болтали, смешиваясь с ароматом овощей и сладостей. В одном отдаленном углу рынка Тутиен тихо сидела возле своего прилавка с папайями и лесными овощами. Ее уставшие глаза следили за прохожими, а сухие потрескавшиеся руки нежно стирали пыль с кожуры плодов, аккуратно укладывая их в ряд. Никто не догадывался, что за этой тощей фигурой скрываются бесчисленные ночи без сна под проливным дождем и заброшенная хижина в диком лесу, где она временно приютилась. В это же время Джек медленно шагал по рыночной площади, постоянно осматриваясь в поисках кого-то. После многих безуспешных дней поисков он решился пройти до ярмарки в соседней деревне, опрашивая каждого, от пожилой продавщицы чая до молодой торговки тканью, но все только качали головами. На переполненном рынке никто не обращал внимания на бедную девушку с обычным прилавком. По пути Джек позвонил матери, голос его был хриплым от усталости. «Я сейчас в деревенском рынке, наверное, скоро доберусь до отдела с овощами. Если повезет, сегодня я ее найду». Мать на том конце провода вздохнула с облегчением. «Помни, дорогой, если встретишь Тутиен, скажи, что я очень рада». После разговора Джек обошел весь рынок, расспрашивая окружающих, и вот, как луч надежды среди отчаяния, он увидел знакомый силуэт. Тутиен сидела, свернувшись, аккуратно укладывала овощи, ее худое лицо казалось изможденным. Он замер на мгновение, а затем поспешно подошел к ней.
Как только Тутиен подняла голову и встретилась с его взглядом, она, охваченная страхом, попыталась вскоре встать и уйти, но Джек сел рядом и тихим, теплым голосом спросил: «Куда ты так исчезаешь? Ты представляешь, как сильно я переживаю?» Тутиен опустила взгляд, голос ее был тих, как шепот ветра. «Прости, я не хотела беспокоить твою маму или тебя. Я боялась, что свекровь и Чиен устроят скандал, я не знала, куда еще пойти, поэтому убежала сюда». Джек долго смотрел на нее, ничего не сказав, лишь молча помог ей аккуратно уложить товары на прилавок. Затем он встал, вернулся с пакетом с новой одеждой и сказал: «Вот, возьми это. Я переживаю, что у тебя недостаточно вещей, особенно когда ты так ослаблена». Тутиен молчала, но ее глаза уже наполнились слезами. Ярмарка продолжалась, люди торопились по своим делам, но для нее в этот момент сидеть рядом с Джеком и слышать его добрые слова было достаточно, чтобы согреть ее сердце. После того, как Джек передал Тутиен новую одежду, он повел ее подальше от толпы и занес в маленькое придорожное кафе. Заведение было скромным, всего несколько простых деревянных столов и стульев, но здесь было тихо и прохладно. Джек заказал для нее миску горячего супа с рисом, а сам взял лишь стакан воды. Пока они ждали еду, он посмотрел на нее, голос его был тих, словно боясь ее испугать. «Осталась бы у меня временная квартира. Приходи туда, а то в той хижине после дождя все протекает, а при сильном ветре даже крыша сдувается. Я по-настоящему забочусь о тебе». Тутиен молчала некоторое время. Ее взгляд опустился на стол, а пальцы неосознанно играли со стаканом воды. «Я знаю, что ты хороший, и твоя мама тоже добрая», – подумала она, «но я не могу продолжать тяготить других. Я уже заставила твою маму попасть в неловкое положение, и тебе приходится волноваться. Я больше не хочу никому ничего быть в долгу». Джек собирался что-то сказать, но затем замолчал. Он понимал, что она пытается сохранить хоть каплю последнего самоуважения в эти тяжелые дни. Он уважал это, но в его глазах все еще читалась тревога. После того, как Тутиен закончила есть, она отложила палочки и посмотрела на Джека. «Я серьезно обдумываю развод с Чиеном. Я больше не могу жить в условиях постоянных унижений, преследований и манипуляций. Мне нужен другой путь, каким бы трудным он ни был». Джек кивнул и сказал: «Скажи, что тебе нужно. Я помогу. Будь то юридические процедуры или жилье, я все смогу устроить. Не держи все в себе». После еды Джек отвез ее к старости деревни, человеку, которому обе доверяли и который хорошо знал ситуацию Тутиен. В маленькой комнате с железной крышей староста встретил их серьезным взглядом. Тутиен села за стол, ее голос был твердым, но наполненным эмоциями. «Бабушка, я хочу подать на развод в одностороннем порядке. Я больше не могу жить с таким человеком, как Чиен. Я хочу полностью положить конец этому, чтобы больше не скрываться». Староста внимательно выслушал ее, затем вынул бланк заявления и подробно объяснил, как его нужно заполнить, рассказав о процедуре подачи документов в окружной суд и о том, что решение может занять от 2 до 6 месяцев в зависимости от ситуации. Тутиен аккуратно подписала документы, руки ее немного дрожали, но глаза засияли. Она встала, поблагодарила старосту, а затем повернулась к Джеку, единственному человеку, который сопровождал ее на этом бурном пути. И хотя будущее оставалось туманным, по крайней мере сегодня она осмелилась сделать шаг для себя. Tử Tiên từng nghĩ rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần cô nhẫn nhịn, vun vén gia đình thì rồi một ngày Chiến sẽ hiểu được tấm lòng của mình. Nhưng cô đã lầm. Ngày Chiến dắt Lò Thị Hường về nhà, cô không chỉ mất đi một người chồng mà còn mất luôn chốn nương tựa duy nhất. Hình ảnh Hường tay trong tay với Chiến được cả gia đình chồng đón tiếp nồng hậu, trong khi cô, người đã hy sinh cả thanh xuân vì mái nhà này, chỉ là một cái bóng nhạt nhòa, thật sự quá đỗi đau lòng. Mẹ chồng cô không ngần ngại buông những lời cay nghiệt, như thể chỉ chờ cơ hội này để trút hết mọi khinh thường lên đầu cô. Cái nhà này cần có cháu đích tôn chứ không phải một con đàn bà vô dụng. Từng lời từng chữ như nhát dao cứ sâu vào trái tim Tử Tiên. Đôi mắt cô đỏ hoe, bàn tay nắm chặt vào vạt áo cũ, cố gắng kìm nén để không bật khóc trước mặt những kẻ chẳng chút thương xót cô. Chiến, người từng